Эпоха освоения Дикого Запада — один из важнейших периодов истории не только американского государства, но и всего североамериканского континента. По иронии судьбы, наиболее яркие страницы этого времени написаны не столько людьми созидательного труда, фермерами, золотоискателями, промышленниками, сколько представителями преступного мира, безжалостными убийцами, грабителями банков и поездов. Каждый из них был незаурядной личностью, оставившей свой заметный след в истории страны. Но наиболее яркой фигурой среди них по праву считается Джесси Джеймс, о котором и пойдет речь. Джесси Вудсон Джеймс родился 5 сентября 1847 года в графстве Клей, штат Миссури, в семье зажиточного фермера Баптиста. У него был старший брат Фрэнк и младшая сестра Сьюзан. Своего отца Роберта Джеймса мальчик почти не помнил. Когда ему было 2 года, в Калифорнии началась золотая лихорадка. Роберт Джеймс отправился в далекий край в надежде быстро разбогатеть и через год умер от пневмонии. Оставшись без мужа, мать Джеймса, Зерильда Коул, была не в состоянии сама прокормить детей, поэтому снова вышла замуж. Однако удачным оказался ее третий брак, заключенный в 1855 году. Отчимом Джеймса стал врач Рубен Сэмуэлс, богатый плантатор и владелец огромного поместья, приносившего хороший доход и дававшего всем членам семьи возможность достойного существования. Казалось, жизнь стала налаживаться, но в апреле 1861 года началась гражданская война. К этому моменту Фрэнку уже исполнилось 18 лет, и он вступил в ряды гражданского ополчения, а Джесси в силу возраста был вынужден остаться дома, хотя горел желанием служить. Несмотря на отчаянное сопротивление южан, материальный, технический и численный перевес был на стороне армии Севера, и его победа была лишь делом времени. В 1863 году боевые действия уже шли на территории штата Миссури. Солдаты армии Севера жгли и грабили фермы и поместья тех, чьи родственники воевали на стороне конфедератов. Один из отрядов федеральных войск в поисках Фрэнка посетил поместье Рубена Самуэльса. Джесси попытался оказать сопротивление непрошенным гостям, за что был избит до полусмерти. С этого момента янки стали для него заклятыми врагами. Вскоре после выздоровления Джесси отправился на поиски Фрэнка. Он нашел его в партизанском отряде «Всадники Куантрилла» под командованием самопровозглашенного полковника Уильяма Кларка Куантрилла. Высшие чины армии конфедерации не признавали этот отряд как армейское подразделение. Причиной была крайняя жестокость, с которой действовали партизаны. Они нередко расчленяли трупы противников и снимали с них скальпы. В августе 1863 года отряд Куантрилла атаковал город Лоуренс в штате Канзас, устроив там резню. Город сожгли и около 150 мирных жителей убили. Особенно зверствовало подразделение под командованием кровавого Билла Андерсона. Он всегда носил при себе целый арсенал: 4 револьвера на поясе, 4 ружья на лошади, саблю, топор, связку пистолетов на седельном роге и никогда не брал пленных. И именно под его началом и служили братья Джеймс, а также их кузены Коул и Джим Янгеры. Джесси быстро завоевал авторитет у Андерсона, показав себя прекрасным снайпером и безжалостным убийцей, который стрелял с 2 рук, укладывая врагов пачками. С окончанием войны добровольно сдавшимся в плен конфедератам была объявлена амнистия. Джесси решил воспользоваться этим. В итоге он получил амнистию от вашингтонских чиновников, но это решение не устраивало простых солдат-северян. По дороге домой небольшой отряд Джесси попал в ловушку. Сам он был тяжело ранен в легкое, чудом выжил. Это еще больше обострило его ненависть к представителям федеральной власти. После войны началась реконструкция Юга, длившаяся с 1865 по 1877 годы. В это время Южные Штаты были оккупированы федеральными войсками. Происходил процесс искоренения пережитков рабовладельческого строя, менялась структура власти и общества в регионе. Результатом такой политики стало появление представителей афроамериканцев в органах местного самоуправления большинства штатов. Происходят изменения и в структуре экономики. Финансово-деловые круги Севера, в первую очередь банки, инвестируют огромные капиталы в экономику Юга. Одним из следствий этого стало повальное нашествие саквояжников. Так презрительно именовали северян, прибывавших в Южные Штаты налегке. Весь их багаж состоял из саквояжа и стремившихся за бесценок скупить собственность обнищавших южан. Именно представители деловой элиты Севера и станут основными объектами для мести со стороны Джесси Джеймса.
Из своих родственников он сколачивает банду, которая готовится грабить банки. Следует отметить, что еще в период гражданской войны в США происходит первое дневное ограбление банка. 19 октября 1864 года южанин Беннет Янг с дюжиной сообщников ограбил сразу 3 банка в городке Сент-Элбанс, взяв в общей сложности около 20 тысяч долларов. А первым крупным преступлением банды Джеймсов-Янгеров стало ограбление 13 февраля 1866 года Банка сберегательной ассоциации в городе Либерти, штат Миссури. Этот налет стал первым послевоенным ограблением банка, совершенным в дневное время. Добыча налетчиков — 76 тысяч долларов в монетах, банкнотах и облигациях, что составляет более 1,5 миллиона по сегодняшнему курсу. Владельцы не смогли оправиться от такого удара, и банк прекратил свое существование. Факт участия Джесси Джеймса в этом преступлении и сейчас вызывает многочисленные споры. Одни историки утверждают, что он активно действовал в акции, другие считают, что только разрабатывал ее план. Однако с большой долей вероятности можно утверждать, что Джесси физически не мог быть участником ограбления, так как в то время еще не вполне оправился от ранения. Во время ограбления банка был убит школьник, ставший невольным свидетелем преступления. Несколько позже стали ходить слухи, что Джесси Джеймс помогал семье покойного деньгами. Однако родственники убитого единогласно утверждали, что не получили от него ни цента. От большинства грабителей Дикого Запада Джеймсы и Янгеры отличались безукоризненными аристократическими манерами. Они шли на преступление как на парад, одеваясь в роскошные костюмы, до блеска начищая сапоги и разъезжая на породистых чистокровных скакунах. При ограблении бандиты обычно вели себя вежливо и даже шутили, но при первых признаках сопротивления становились весьма жестокими. Во время бегства они останавливались на чужих фермах и вели себя как истинные джентльмены, исправно платя за все, что получали, благо позволяли финансы. По подсчетам исследователей, за последующие десятилетия люди Джесси ограбили 12 банков, 5 поездов и 5 дилижансов. 23 мая 1867 года банда ограбила банк в Ричмонде, штат Миссури. Во время налета в банке оказался мэр города с 2 сопровождающими. Всех их немедленно отправили на тот свет. 7 декабря 1869 года был ограблен банк в другом городе штата Миссури, Галантине, и бандиты чуть было не попали в руки разгневанных местных жителей. В последующие несколько лет банда расширила географию своей деятельности, действуя в Канзас-Сити, Западной Вирджинии и Техасе. Одно из самых громких преступлений было совершено в Коридоне, штат Айова, в июне 1871 года. Банда Джеймса из 8 человек въехала в город. Его улицы были пустынны, все население слушало церковную проповедь. В банке был только один клерк. Бандиты связали его и спокойно обчистили кассу, взяв в общей сложности 45 тысяч долларов. Но прежде чем покинуть город, Джесси Джеймс зашел в церковь, сообщив издевательским тоном о совершенном ограблении проповеднику и нескольким десяткам прихожан, потерявшим дар речи от ужаса. Хохоча во все горло, бандит сел на лошадь и покинул одураченный им город. Джесси Джеймс так бы и остался обычным убийцей и грабителем, если бы не множество сторонников и покровителей. Наиболее влиятельный из них — Джон Ньюман Эдвардс, бывший майор армии конфедератов и личный адъютант генерала Джозефа Шелби, одного из командующих кавалерией южан. По окончании войны Эдвардс предпочел не сдаваться в плен, а вместе с отрядом генерала Шелби перебрался в Мексику. В 1867 году, когда улеглись страсти, он вместе с Шелби вернулся обратно в Миссури. Вскоре Эдвардс стал влиятельным журналистом, а позже основателем и редактором газеты «Канзас Сити Таймс». Он создал миф о Джесси Джеймсе. Ему единственному удалось взять интервью у легендарного преступника. Позже он стал писать в своей газете статьи от имени Джесси, стараясь обелить преступление банды, давая ему возможность открыто высказывать свои политические взгляды. Благодаря стараниям Эдвардса бандиты выглядели в глазах читателей порядочными людьми, вынужденными нарушать закон в ответ на репрессии федерального правительства. Фактически преступник был вознесен до уровня Робин Гуда, защитника слабых и угнетенных. Конечно, все эти истории были выдумкой, и большинство читателей знало это. Но люди поддерживали Джесси по иным причинам. В период реконструкции бывшие конфедераты были лишены права участвовать в политической жизни штатов,
испытывая произвол со стороны новой власти, находившейся в руках представителей Севера. И имя Джесси Джеймса стало для них своеобразным символом протеста. А тем временем он планировал новые ограбления. С начала 70-х годов XIX века основная масса наличных средств перевозилась по железным дорогам, поэтому банда переключается на ограбление поездов. Очень скоро у Джесси появляется платный осведомитель на железной дороге, сообщавший точные сведения о дате и месте отправки ценных грузов. 31 января 1874 года в местечке Гэтс-Хилл, штат Миссури, банда совершила свое первое нападение на товарный поезд. Грабители переключили сигнал семафора, остановили состав и забрали из его сейфа денег и золота на $22 тысячи. Но прежде чем скрыться, Джесси вручил машинисту поезда свой пресс-релиз, содержавший подробное описание процесса преступления и некоторые приметы грабителей. Вскоре новость попала на первые полосы ведущих газет. Федеральные власти больше не могли мириться с безнаказанностью бандитов. Розыском преступников занялось детективное агентство Пинкертонов, представлявшее интересы железной дороги и почтовой службы. На поиски братьев Джеймс отправился агент Джозеф Уинчер, а братьев Янгер, Луис Лул и Джон Бойл. Впрочем, эта затея оказалась неудачной. Джон Уинчер никогда не работал на ферме, хотя и пытался выдать себя за человека, привычного к подобному труду. Он надеялся в одиночку взять двух опасных преступников. Вскоре власти обнаружили труп Уинчера с простреленной головой. Другим детективам повезло несколько больше. В сопровождении помощника местного шерифа они нагрянули на одну из ферм, на которой как раз находились братья Янгер. В ходе перестрелки был убит один из бандитов, Джон Янгер, и еще погибли агент Луис Лул и помощник шерифа. Братья Джеймс оставались на свободе. Оба удачно женились и жили под вымышленными именами, планируя новые преступления. В декабре 1874 года в Канзасе, у городка Манси, налетчики ограбили поезд, взяв около $30 тысяч. На поиск преступников были брошены лучшие силы полиции и агентства Пинкертона. Губернатор штата даже назначил награду в $5000 за поимку преступников, но и эта мера не принесла особых результатов. Органам правопорядка удалось поймать одного из участников ограбления, некого Бада Макданиелса, который не только не выдал своих сообщников, но и сумел бежать из тюрьмы. Алан Пинкертон, не поймав братьев Джеймс, решил спалить их поместье. В архивах библиотеки Конгресса хранится его директива, в которой он приказывает подчиненным стереть жилище Джеймсов с лица земли. Однако агенты сработали из рук вон плохо. 26 декабря 1875 года они окружили дом Джеймсов и решили не входить внутрь, ошибочно полагая, что там их ждет засада. Они просто бросили в окно зажигательную бомбу. Раздался сильный взрыв, от которого загорелся хранившийся в доме керосин. В огне пожара погиб сводный брат Джесси Арчи, а его мать лишилась руки. Поджог дома вызвал волну протеста местного населения. Однако власти предпочли пропустить это мимо ушей. Алан Пинкертон стал для Джесси Джеймса врагом номер один, и бандит в течение нескольких лет следил за ним. У Джесси была масса возможностей расправиться с недоброжелателем, убив его из засады, но он хотел посмотреть в лицо своему врагу перед расправой. Но не довелось.